Сегодня я хочу поделиться своими мыслями о недавних совместных армяно-иранских военных учениях и их значении для всего региона Южного Кавказа. Это событие, на мой взгляд, имеет важные стратегические и политические аспекты, которые невозможно игнорировать. Совместные армяно-иранские военные учения, прошедшие недавно, без сомнения, стали важным событием не только для двух стран, но и для всего региона Южного Кавказа. Я считаю, что эти маневры – это не просто тренировка, это политический и стратегический сигнал. И адресован он тем, кто пытается дестабилизировать ситуацию, играть на противоречиях и разжигать конфликты у армяно-иранской границы. Учения были проведены на территориях обеих стран. Подразделения специального назначения Армении отрабатывали свои задачи на армянской стороне, а иранские – на территории Ирана. Такой подход показывает уважение к территориальной целостности и подчеркивает, ни одна из сторон не нарушает баланса, все происходит в духе взаимного партнерства. Это особенно важно в условиях, когда регион полон напряжения и провокаций. Выбор времени для проведения учений тоже был символичным. Сейчас, как никогда, Южный Кавказ находится в фокусе внимания разных внешних сил, и далеко не все из них стремятся к миру. Некоторые страны, как соседние, так и отдаленные, пытаются усилить свое влияние за счет конфликтов. Поэтому совместные действия Армении и Ирана – это не агрессия, а четкий ответ. Дестабилизации здесь не будет, давление не сработает. Для Ирана граница с Арменией имеет особое значение. Это своего рода красная линия, которую никто не должен пересекать. Попытки изменить этот статус-кво, например, в Сюникской области, могут вызвать жесткую реакцию. Эти учения еще раз показали: Тегеран настроен серьезно и не допустит нарушения баланса сил в этом чувствительном регионе. Сама форма учений также заслуживает внимания. Они носили мирный оборонительный характер. Отрабатывались сценарии отражения нападений условных террористических группировок на пограничные контрольно-пропускные пункты. Это говорит о том, что акцент делается не на наступлении, а на защите, на обеспечении безопасности границы, стабильности и мира. Хочу подчеркнуть, что эти учения не были спонтанными. Их планирование началось еще задолго до апреля, но они были перенесены из-за празднования Навруза. И вот теперь успешно реализованы. Я уверен, что это только начало. Если будет необходимость, подобные совместные мероприятия могут быть проведены и в будущем, как на армянской территории, так и на иранской, причем более масштабно и регулярно. Важно также понимать информационный фон, на котором прошли эти учения. Почти ежедневно со стороны Азербайджана появляются обвинения в адрес армянской армии. Мол, она нарушает перемирие, провоцирует напряженность. Мы все прекрасно знаем, как часто за такими заявлениями следуют попытки навязать новые условия или подготовить военные действия. В этом контексте участие Ирана в совместных учениях выглядит особенно значимо. Это своего рода стабилизирующий фактор и превентивная мера. Сейчас появляются слухи, что с возможной сменой власти в Иране его политика на Южном Кавказе может измениться. Мол, новые лидеры могут отказаться от прежних принципов. Но реальность в том, что позиция Ирана по армяно-иранской границе – это не временное политическое решение, а часть государственной стратегии. Это оборонительная доктрина, и она не зависит от того, кто занимает пост президента. Иран не откажется от своих красных линий, потому что они основаны на национальных интересах и безопасности. Совместные армяно-иранские учения показали – у двух стран есть общее понимание угроз и общая готовность действовать. Это важный шаг вперед, который может стать основой для еще более тесного сотрудничества в будущем. Южный Кавказ должен быть регионом стабильности, а не ареной геополитических разборок. И только те, кто это понимает, смогут рассчитывать на мир и развитие. Я убежден, что в ближайшие месяцы сотрудничество между Арменией и Ираном только укрепится, и не только в военной сфере. Это пример того, как две соседние страны могут выстраивать надежное партнерство, опираясь на взаимное уважение, защиту общих интересов и стремление к миру. Пусть это послужит примером для других. Кстати, нельзя не отметить и более широкий контекст.
Эти учения не просто тренировка спецназа, а отражение куда более масштабных сдвигов в геополитике региона. На мой взгляд, впервые мы видим, как Армения и Иран координируют военное сотрудничество на таком уровне. Это говорит о серьезном доверии между сторонами. Я считаю, что армянская дипломатия здесь сыграла важную роль. Несмотря на прозападные тенденции в политике Еревана, армянской стороне удалось донести до Тегерана, что ни один из внешнеполитических векторов Армении не направлен против Ирана. И этот факт стал основой для углубления сотрудничества. Иран, как видно, воспринял этот посыл серьезно и показал готовность взаимодействовать на основе взаимного уважения и прагматизма. Некоторые заявления официального Баку в очередной раз вызывают вопросы. По версии Минобороны Азербайджана, с направлений Вардениса и Гориса якобы был открыт огонь по их позициям. Почти 3 часа боя, но, как и обычно, никаких подтверждающих материалов, ни видео, ни фото, ни данных от независимых наблюдателей. Зато подано все с привычной уверенностью. Это уже стало предсказуемым сценарием. Заявления о нападениях, которые ничем не подкрепляются. Нет ни последствий, ни пострадавших, ни очевидцев. На мой взгляд, все это элемент внутренней информационной кампании. В таких условиях легко поддерживать напряженность, переключать внимание, создавать образ внешней угрозы. Особенно интересно, что ни миссия наблюдателей ЕС, ни жители приграничных районов Армении ничего подозрительного не зафиксировали. Совпадение? Возможно. Но если такие инциденты действительно происходят, разве не логично было бы предоставить хоть какие-то доказательства? Армянская армия, как видно, продолжает действовать в штатном режиме, не реагируя на попытки вбросов и провокаций. Сторона остается сдержанной, несмотря на накал риторики. В этом есть прагматизм и политическая зрелость. Не каждый информационный повод заслуживает ответа, особенно когда он напоминает очередную попытку дестабилизации. И вот на этом фоне происходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Анталии. Я внимательно посмотрел выступления и дискуссии, и возникло ощущение, каждый шаг навстречу тут же сопровождается новыми требованиями. Даже если Армения внесет изменения в Конституцию, не исключено, что появятся новые условия, например, предоставить доступ к армянским регионам под формальными предлогами. Такой подход создает ощущение бесконечного процесса, где цели постоянно смещаются. Это может быть сознательная тактика – удерживать Ереван в подвешенном состоянии, замедлять сближение с Западом, не допускать окончательного урегулирования. На этом фоне легко понять, почему в регионе сохраняется напряженность. Стабильность, похоже, не входит в планы некоторых игроков. Многие вопросы остаются открытыми. И если все это будет продолжаться в том же духе, с чередой односторонних требований, отсутствием гарантий и постоянными заявлениями без доказательств, то, как бы пафосно это ни звучало, регион может снова оказаться на грани большой катастрофы. И как сказал один из лидеров региона, в случае конфликта побеждает не тот, кто громче говорит, а тот, кто заставляет противника сдаться. Но не стоит забывать, что победа в дипломатии и победа на поле боя не одно и то же, особенно в 21 веке. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.